Здравствуйте, дорогие друзья! Я Любовь Щербинина, создатель духовно-практического метода «Энергия сил света». И сегодня я хочу вам рассказать и показать свои книги, изданные за последние 16 лет в разных издательствах Москвы. Позже я расскажу вам, каким образом вы можете получить их в цифровом формате совершенно бесплатно. Я хочу предложить вам сначала для внимания сборники и альманахи, в которые вошли моя проза и стихи. Это такие альманахи «Чувства без границ», которые вышли в 2011 и 2013 году. Здесь еще есть сборник Дениса Лобкова. Это 100 самых действенных ритуалов для исполнения желаний от самых известных экстрасенсов в мире. И я очень довольна, что я тоже вошла в этот сборник со своей информацией, как исполнять желания. Также я могу предложить вам для внимания сборник созвучия литературного совета ЛИТО, который вышел в 2018 году. В нем размещены мои новые стихи. А также я сподобилась попасть в сборник «Знаковые имена русской прозы и публицистики» известного издателя и мецената Евгения Степанова. Я также уделяла внимание художественному творчеству. Очень довольна, что мне удалось в 2003 году издать вот такую небольшую в подарочном виде и качестве книжицу, которая называется «Летящая туфелька» или «Голый насмешник». Это не что иное, как сибирские сказки и былички. И я очень счастлива, что я своим скромным творчеством вошла в сокровищницу российского фольклора. Также я много путешествовала и в своих путешествиях занималась и, собственно, написанием своих рассказов, повестей и разной популярной информации. И у меня есть вот такой путеводитель по странам и людям. Это своеобразные путевые заметки. Может быть, кому-то будет тоже интересно. Я издала вот такой сборник повести, рассказы, жизнь прожить. Я думаю, что он предназначен для женщин. Здесь полно романтических историй, которые могут согревать их сердце. Никогда не думала, что смогу писать стихи, но однако дальше в лес больше дров. И вот в 2016 году вышел мой первый сборник поэзии «Свет моей души». В 2020 году надеюсь, что выйдет второй сборник. Но художественное творчество для меня это не самое главное, хотя, конечно, хочется и в нем преуспеть. Главной своей задачей и жизненной программой я считаю нести людям космическое сознание, знание о законах мироздания. И поэтому большей частью я эти годы была ориентирована на эту тему. И вот в 2010 году вышла моя первая книга на эту тему, которая называется «Я знаю». О работе экстрасенса-целителя с каналами космоэнергетики, о законах магического мира. Здесь я должна вам пояснить, что изначально, в самом начале своего духовного пути, я постигала духовную практику космоэнергетика, и я ее магистр. Но жизнь не стоит на месте, все у нас в движении, и поэтому, развивая свои экстрасенсорные способности в сообществе с моей дочерью Натальей, а также супер продвинутых учеников, мы продолжали работать дальше, и мне удалось открыть новые частоты, включая частоты из других космических систем. И поэтому я думала, что с этим делать.
в имеющийся метод, который имеет своих держателей, я эту новую информацию разместить не могла. И поэтому пришла идея создать как бы новую ступень в постижении энергоинформационных технологий и взаимодействия с энергоинформационными частотами космоса под названием «Духовно-практический метод энергия сил света». И вот в 2012 году вышла одноименная книга, в которой я описала возможности этого метода, его принципы. А также здесь развиваются и темы, затронутые в предыдущей книге, я знаю. И эта книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию. Те люди, которые стремятся к свету, к постижению супервозможностей, сверхвозможностей, идущих из божественных иерархий, из космоса, могут совершенно спокойно подключаться, сонастраиваться на энергоинформационные частоты метода энергии сил света и использовать их с великой пользой для себя и для своих близких людей. Далее я издала книгу уже для посвященных людей, имеющих сонастройки на энергоинформационные частоты. Книга «Мы посвященные», в которой уже дана информация, как этим пользоваться, практическая информация в том числе, как что происходит, по каким законам действует, и также и практические советы, а также информация о работе с клиентами, пациентами, которые пользуются энергоинформационными частотами. Мне нравится очень эта книга, вот «Залог счастья и здоровья». Я бы ориентировала на эту книгу большей частью женщин, потому что эта книга содержит массу полезных советов женщинам. Как сохранять, укреплять, приумножать физическое здоровье, молодость, красоту сохранить. И также достигать высоких результатов на пути духовной реализации. Также в этой книге множество советов от сути божественных иерархий, по правильному питанию, сохранению молодости, красоты, что актуально, в общем, конечно, для всех. Но вот как-то больше на женщин я ориентировалась, когда я писала эту книгу. Вот эту книгу «Войны света», которую я написала и издала в 2013 году, некоторые мои ученики называют жестокой, но я не нахожу в ней ничего такого. Собственно, нужно понимать, если человек стал магистром метода, воином света, если он является наставником, проводником, борется за идеалы, за высокие идеалы добра и света, то он должен давать себе отчет, что он противостоит всему темному в этой жизни, в этом мире. И быть готовым к отпору, к защите. Потому что если такого уровня человек решит вернуться к обывательской жизни, то эти темные силы, конечно, его не пощадят. Вот. Я также пишу параллельно, когда пишу серьезные какие-то книги, вот типа перечисленных только что, я также пишу какие-то более такие, как бы вам сказать, познавательные, развлекательные, легкие. Вот создала методическое пособие по работе с частотами метода энергии сил света. Это в помощь ученикам, клиентам, чтобы они с первых шагов имели в виду, с чем они имеют дело, как им следует быть, как получать сеансы, как правильно себя вести. В общем, вот такое пособие в помощь. И вот, как я сказала, я пишу параллельно книги познавательные, но все-таки не такие накачанные информации, как вот предыдущие, более легкие в постижении, в усвоении. Это, например, книга «Игра тени и света».
Заметки магистра. Это сборник ничего иного, как опыта практической работы с учениками, с клиентами. О моей работе, о работе моей дочери и некоторых продвинутых учеников. Потому что мы время от времени встречаемся, делимся информацией, как идут дела, как идет практика, работа. И, в общем, таким образом собирается информация, с которой хочется поделиться с другими людьми. Я издала также книжку «Кружево реальности». Очень такой миленький сборник, легкий. Это, собственно, посвящен он энергетическому целительству. И это сборник рассказов о интересных людях, также необычных феноменах жизни и о далеких путешествиях. В 2017 году также вышла книга «Ноты откровений». Это тоже сборник рассказов, заметок о явлениях жизни, способных расширять человеческое сознание. В ней содержатся заметки о Боге, о космосе, о религии, земной реальности, о целительстве, о способах сохранения жизненной энергии. В общем, вот такой полезный сборничек, очень легко читается. Но своим апофеозом я считаю книгу «Путь просветления», которая вышла в том же 2017 году. Я делюсь здесь с читателями практическим опытом достижения максимальной духовной реализации. То есть это для тех людей, которые стремятся к просветлению. И я рассказываю на странице этой книги, как можно достичь этого за одну земную жизнь, имея знания, информацию, возможности духовного практического метода энергии сил света. Вот хочу еще показать вам несколько книг, которые вышли в прошлом году. Одна из них популярная, легкая, развлекательная, это «Вечное и приходящее». Должна сказать, что эти 3 книги последние вы не сможете скачать в интернете. Они продаются в книжных магазинах, а вот скачать их уже не удастся. Чтобы скачать эти книги, нужно написать мне на электронный адрес письмо о своем желании иметь эти книги в цифровом формате, и я таким образом сразу отправлю вам их. Пожалуйста, читайте, развлекайтесь, постигайте новую информацию. Я всегда за. Вот еще могу рекомендовать книгу «Как противостоять злу» из этой серии. Здесь я даю информацию, как противостоять ему и трансформировать негативные эмоции в добрые, светлые энергии, всесторонне развиваться, используя космические энергоинформационные частоты. Все мы знаем, что равновесие на Земле давно нарушено, зла стало больше, чем добра. И, собственно, многие люди озабочены этим вопросом, как им выстоять, выдержать этот пресс, потому что все труднее становится жить, решать свои проблемы в ситуации, когда зла несопоставимо стало больше добра, а также их носителей. Эту книгу я рекомендовала бы всем своим читателям. Она называется «Сам себе целитель». Вышла тоже в 2019 году. В этой книге красной строкой проходит моя мысль о том, что люди, сонастроившись на несколько энергоинформационных частот, например, защиты, чистки и восстановления, могут стать сами себе целителями и самостоятельно очищаться от всех форм энергетической агрессии, наполняться живительной силой, активизировать энергетические чакры себе и становиться более продуктивными в делах и в творчестве людьми.
В этой книге очень понятным языком изложена эта тема, чтобы люди были независимыми от кого бы то ни было. Если у человека достаточно много энергии, активная чакра, восстановленная аура, через которую, через пробои не уходит у него энергия в пустоту, в ничто, то он здоров, активен и, собственно говоря, может быть активным во всех сферах жизни. Вот эти книги я могу рекомендовать вам. Пожалуйста, пишите, заявляйтесь на получение этих книг в цифровом формате. Всегда имеет смысл вкладывать в себя, постигать что-то новое в жизни. Никому не заказан путь в неизведанное. Всегда можно постигать что-то прогрессивное, интересное, полезное. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Я всегда готова ответить и помочь, как я умею, как могу. И имейте в виду, что это не одолжение с моей стороны, это выполнение моей жизненной программы. Привносить людям космическое сознание и ориентировать их на законы мироздания, соблюдая которые жизнь человека однозначно меняется к лучшему. Я желаю вам всяческих благ, здоровья, благополучия, успехов и жду вас, дорогие друзья. Пишите, обращайтесь, я готова вам всячески помогать и способствовать вашему духовному и физическому здоровью. Будьте здоровы!